in Moscow. And we're continuing on with Manah-шикша. We're going to be doing verses 5, 6, and 7 tonight. Итак, мы продолжаем изучение Манах-шикши. Сегодня мы пройдем 5, 6 и 7 стихи. So if you remember from yesterday, maybe we'll just go through the verses very quickly from yesterday. И быстро пройдем через те стихи, которые вчера проходили. Okay. Verse 1, to have great attachment for our gurus. Стих 1. Обладать большой привязанностью к гуру. Process of surrender. Процесс предания. Holy places. Святые места. Devotees who live in Vrindavan. Преданным, которые проживают в Вриндаване. Serious devotees of all tradition. Серьезным преданным во всех традициях. Brahmanas who live and teach Varnashram. К браманам, которые сами живут и обучают по системе Варнашрами. Gayatri mantras. Гайатри мантрам. Holy name. Святым именам. Make an effort, not depending on luck. Совершать усилия, а не просто зависеть от везения. Always giving up pride. Всегда отказываться от гордости. Not identifying with a good or bad person in the world. Не отождествлять себя с хорошим или дурным человеком в этом миру, But as Krishna's secret agent. но быть секретным спецагентом Кришны, Offering everything to Krishna. предлагать все Кришне, Seeing Lord Chaitanya as the same as Krishna. видеть Господа Чайтанью не отличным от Кришны, And the Guru as the best friend of the Lord. видеть Гуру как лучшего друга Господа, Being patient life after life. быть терпеливым жизнь за жизнью, Following Swarup Damodar, Rupa and Sanatana. следовать по стопам Сваруб Дамодары, Рупы и Санатаны, To go in the path of spontaneous love. идти по пути идти по пути спонтанной любви, Which was the inner path here taught by Swarup Damodar to Raghunath Das Goswami. И это касается внутреннего пути, который Сваруб Дамодар обучил Рагуната Даса Госвами, Which Bhaktisiddhanta Sarasvati shows in his logo. и который демонстрирует Бхактисиддханта Сарасвати в своем логотипе. While still following externally all the regulations of bhakti. Но при этом необходимо следовать на внешнем уровне всем регулирующим принципам бхакти, While developing one's internal relationship with Krishna. и при этом развивать внутренние отношения с Кришной. As a servant, Как слуга, a friend, друг, in parental love, в родительской любви or romantic love. или в романтической любви. And those are the first basic 3 steps of qualification and orientation. Итак, это были первые основные шаги, касающиеся квалификации и направления. But there are obstacles on the path. Но также существуют препятствия на пути. The first is what we talk about. Первый касается того, о чем мы говорим. What we talk about, what we write about, and what we listen to. О чем мы говорим, что мы пишем и что мы слушаем. That material talk is like a prostitute. Мирские разговоры подобны блуднице, Who will steal our spiritual wealth. которая похитит наше духовное богатство. Talk about liberation is like a tigress who will eat ourself. Разговоры об освобождении подобны тигрице, которая пожрет нас. And is as foolish as a prisoner thinking he will escape by suicide. И это подобно глупости заключенного, который пытается освободиться из тюрьмы, совершив самоубийство. We should also give up attachment to the husband of the goddess of fortune. Также мы должны отказаться от привязанности к супругу богини процветания. And instead just be interested in Krishna. Вместо этого просто быть заинтересованными в Кришне. We do this by having a jewel. И это мы можем сделать благодаря тому, что у нас есть драгоценный камень. Of the loving service mood of Vrindavan. Любовного настроения служения во Вриндаване. So many people will think that this is the end of the path. И многие люди могут подумать, что на этом путь заканчивается. That this is all that is required for bhakti. Что уже описано все, что необходимо для бхакти. But there are going to be 3 more levels of obstacles.
Но мы еще пройдем 3 уровня препятствий. Each of them going deeper. И каждый из них будет все глубже и глубже. Maybe you could turn a little bit so people can see you. Yes, they need to. You need to see this and they need to see you. So if you could kind of try to do both. Okay. So now, next Raghunath Das Goswami asks us, what do we do? И дальше Рагунат Дас Госвами спрашивает, что мы делаем. So for those of you who can read Sanskrit in the Latin alphabet, we can sing this together. И вместе с теми, кто может читать санскрит на латинском алфавите, мы споем вместе. Maybe all of you could sit so you can see the screen. Может быть, все могут разместиться так, чтобы было видно текст на экране. Немножко подвинуться. So we can sing together. И можем спеть вместе. Asakchesta kasta pradavikata pashalibir iha prakamam kamadi prakata patapati vyatikarai kale badvahanyeham iti bakabhidvartma pagane kurutvam putkaramavati sayata tvam manaita. Продвигаясь по указанному пути преданности, я подвергся нападению отвратительной шайки разбойников, которая состоит из вожделения и других. Они набросили на мою шею веревки порочных и ужасные веревки порочных деяний. Меня убивают, и я, жалобно взывая... Сейчас, секунду, прошу прощения. И таким образом нам необходимо взывать к преданным Шри Кришны, который уничтожает Баку. О ум! Они спасут тебя от этих врагов. All right, you know what? You're going to have to say this with some emotion. So let's try this again. So it's like this. While here on the revealed path of devotion, I have been attacked by the hideous gang of lust, etc., who have bound my neck with the troublesome, dreadful ropes of wicked deeds. I am being killed. Cry out piteously like this to the devotees of Sri Krishna, the destroyer of Baka. O mind, they will save you from these enemies. I mean, if somebody was killing you on the road, you wouldn't go, I am being killed. Save me. Try it. Продвигаясь по указанному пути преданности, я подвергся нападению отвратительной, ужасной шайки разбойников, вожделения и других. Они набросили на мою шею ужасные, мучительные веревки порочных деяний. Помогите, меня убивают! Таким образом, жалобно взывая к преданным Шри Кришне, который победил Баку, о ум, они спасут тебя от всех этих врагов. So this is a problem in every religion. С этой проблемой сталкивается каждая религия. People who talk very nicely but don't behave nicely. Люди проходят хорошее обучение, но не ведут себя достойным образом. Right? In the previous verse, we were dealing with sound. Предыдущим стихом мы обсуждали звук. And here we're dealing with behavior. И здесь мы будем обсуждать поведение. So there are 2 demons in the Bhagavatam who speak very nice philosophy. Who are they? They're demons, but they speak very nice philosophy. В Бхагаватам есть 2 демона, которые проповедуют философию очень хорошо. Кто это такие? Пожалуйста, скажите. Путана. No, she dresses nicely, but she doesn't say anything. Она красиво одевается, но она ничего не говорила. Yeah, very good. One more. Хирьяньякашипу очень хорошо. И еще один. Брихаспати. Brahaspati is not a demon. Он не демон. Шукрачарья. I don't like the philosophy he speaks in the Bhagavatam. Мне не нравится философия, которую он говорит в Бхагаватам. То есть эти демоны, они очень хорошо философию рассказывали. He doesn't speak very nice philosophy. Он не очень хорошо высказывался.
Kamsa. So both Kamsa and Hiranyakashipu speak very nice philosophy, but their behavior is not good. Итак, оба Камса и Хираньякашипу, они очень прекрасным образом описывали философию, но поведение их было недостойным. So Raghunath Das Goswami compares this problem to thieves on the road. И Рагунат Дас Госвами сравнивает эту проблему с разбойниками на дороге. So I don't think we have this problem in many places anymore. Не думаю, что с этой проблемой люди часто сталкиваются во многих местах мира. That there are highway thieves. Что есть, например, на магистралях и на трассах разбойники. In Raghunath Das Goswami's time, this was very common. А во времена Рагуната Даса Госвами эта проблема была обычным делом. There are still many places of the world where this is common. И по-прежнему сохраняется много мест в мире, где люди сталкиваются с этим. When I visit South Africa, they say, you have to be very careful at the robots. Robots? Yeah, just translate. Когда я посетила Южную Африку, мне сказали, вам нужно быть очень осторожны, что касается роботов. Do you have any idea what the robots are? Как вы думаете, кто такие эти роботы, предполагаете вообще? It's people who can listen, but they don't understand what they are doing. Well, that's a good guess, but this has to do with highway thieves. Хорошая догадка, но это должно быть связано с ворами, разбойниками на магистралях, на шоссе. Yes, very good. It's the traffic lights, but you've heard that before. It's the traffic lights. Светофоры. Yes. When you are stopping at the traffic lights, then people will steal your car. Когда вы останавливаетесь в светофоре, люди крадут у вас машину. It happens. Такое происходит. Actually, one of our devotees was murdered at the traffic light because when they were stealing his car. Потому что на самом деле одного нашего преданного убили в такой ситуации, когда пытались украсть у него машину на светофоре. So I hope the men will excuse me that my artists made all of these thieves as male. Надеюсь, мужчины извинят меня за то, что наш художник нарисовал на этой картине воров всех как бы в мужском теле. Lust, вожделение, anger, гнев, envy, зависть, greed, жадность, illusion, иллюзия and madness. и сумасшествие, Now, безумие. the ropes are made out of the actions that we know are wrong. Веревки, они состоят из деяний, и мы знаем, что эти деяния дурные. So we say, I know I shouldn't look at that. Мы говорим, я знаю, мне туда нельзя, я не должен туда смотреть. And we look at it. И все равно смотрю. I know I shouldn't eat that. Я знаю, мне нельзя это есть. And we eat it. И едим. I know I shouldn't do that. Я знаю, мне нельзя это делать. And we do it. И мы делаем. So Arjuna talked about this problem in the Bhagavad Gita. Арджуна говорит об этой проблеме в Бхагавад-гите. Yeah? He said, why do I do things that I know are wrong? Почему я совершаю такие действия, которые заранее знаю, что будут неверными? He said, I feel like I'm being forced. Я чувствую, как будто меня толкают на это, заставляют. And this is also what Raghunath Das Goswami describes. И это также описывает Рагунат Дас Госвами. He says these ropes are around our neck. Он говорит, что эти веревки, они обернуты вокруг нашей шеи. And we feel like we're being forced. И мы чувствуем, как будто нас заставляют, Like a dog on a leash. как собака на поводке. And what was Krishna's answer? И что же ответил Кришна? Что Кришна ответил? It's lust. Yeah, so this is what Raghunath Das Goswami is also saying. И то же самое говорит здесь Рагунат Дас Госвами. Right? It's lust and his friends. Это вожделение и его друзья. And now the tricky thing is why this is happening to us. И как бы хитрость заключается в том, почему же это с нами происходит. The problem is that we are voluntarily surrendering to these thieves. Проблема заключается в том, что мы добровольно предаемся этим разбойникам и ворам. In fact, we think we need them. На самом деле мы считаем, что они нам необходимы. We think if I'm not greedy, I wouldn't work hard. Мы считаем, что если я не жадный, то я не буду тяжело трудиться.
If I wasn't envious, I wouldn't try to do my best. Если бы я не был завистливым, я бы не старался изо всех сил. So we voluntarily allow these thieves to drag us around. Мы добровольно позволяем этим ворам завязать веревки на наших шеях и тянуть нас. Now, to understand this requires, again, giving up pride. И чтобы прийти к этому пониманию, нам снова нужно отказаться от гордости. Now, how do we deal with this? И как же мы с этим можем разобраться? Raghunath Das Goswami says we should remember this bird, a heron or a crane. Рагунат Дас Госвами говорит, что мы должны помнить об этой птице, о журавле. So this bird stands on one leg, Эта птица стоит на одной ноге, like in a yogic posture, как будто в йогической асане, with eyes closed, глаза закрыты, like a big yogi, как в такой великий йоги. until there is what? Пока что не произойдет. Fish or something, some frog. A fish or a frog, right? Рыба или лягушка. Like big yogi. Вот так великий йог стоит. And when there's a fish or a frog. И когда появляется рыба или лягушка, And then again yogi. и потом вот так йог. So therefore he is hypocrite. Поэтому он лицемер. This animal personifies hypocrisy. То есть это животное является олицетворением лицемерия. So Krishna kills a demon in the shape of this hypocrite. И Кришна убил демона в форме вот такого лицемера. Now, interestingly, Raghunath Das Goswami does not say we should ask Krishna for help. И интересный момент заключается в том, что Рагунат Дас Госвами говорит, что мы должны не Кришну просить о помощи. He says we should ask the devotees of the killer of Baka. Он говорит, что мы должны обращаться с мольбой к преданным того, кто убил Баку. And Bhaktivinoda mentions several of these devotees. И Бхактивинод Такур перечисляет несколько из таких преданных. So this is our painting for this verse. И это наше изображение, картина для этого стиха. Calling for the help of Arjuna and Bhishma and Narada. Мы взываем к помощи Арджуны, Бхишмы и Нарады. But to call for their help, again, requires humility. Но чтобы взывать к их помощи, нам необходимо смирение. Because we want to say, I'm doing just fine. Потому что мы хотим сказать, у меня все хорошо. I have everything under control. У меня все под контролем. I'm a good devotee. Я хороший преданный. So this requires some humility. Для этого необходимо, чтобы так сделать по-настоящему, нам необходимо смирение. Help! I'm being killed. Помогите, меня убивают. I'm dying here. Я умираю здесь. It is very difficult. И это очень сложно. I mean, we've seen devotees who are dragged around by these thieves 10-15 years, and they never admit the problem to anybody. Мы видим преданных, которых эти разбойники и воры тянут веревками 10-15 лет, и преданные, они так никому и не признались в своих трудностях и проблемах. Isn't that a fact? Правда, это же факт, согласна? Until eventually Krishna reveals the problem. Доходит до того, что Кришне приходится эту проблему проявлять, открывать. So when we cry for help for the devotees, then the thieves run away. И если мы будем взывать о помощи к преданным, то все разбойники и воры разбегутся. So how does this work? Как же это работает? Well, when we see devotees who themselves are free from hypocrisy, we get a lot of courage. Когда мы видим преданных, которые свободны, сами свободны от лицемерия, нас это очень сильно воодушевляет, и мы становимся смелыми такими. We see they are free from these thieves and they are happy, so maybe I can do it too. Мы видим, они свободны от этих воров, и они счастливы, и, может быть, у меня тоже получится. And also we see their example, we see how they do it. И также мы видим их пример, мы видим, как они достигли этого. And they give us good instructions. И также они дают нам хорошие наставления. Their instructions are cutting the ropes. Вот эти наставления, они обрезают веревки. And then Bhaktivinoda Thakur said, our hearts become like a crystal stone, and we reflect their qualities. И Бхактивинод Такур объясняет, тогда наше сердце становится подобно кристаллу, и мы будем отражать их качества. And then we become free from these enemies.
И тогда мы освободимся от этих врагов. Now let's just think about this for a minute. Давайте минуту подумаем об этом. How would our lives feel if we were free from these enemies? Каковы бы были наши жизни, если бы мы были свободны от этих врагов? How would you feel? Как бы вы себя чувствовали? What do you think? Что вы думаете? We would be happy. Very happy. Очень счастливы. Any other thoughts? Free, yeah. Свободные. Under protection. Под защитой. Yes, yes. This is, we keep the protection of the devotee police officers. То есть мы будем под защитой полицейских преданных. Let's just imagine our lives like this. Давайте просто представим, если бы наши жизни были такими. We have Arjuna and Bhishma and Narada protecting us. Арджуна, Бхишма и Нарада, они защищают нас. And anger and lust and greed, they can't even get near us. И гнев, жадность, вожделение, они даже близко к нам подобраться не могут. What do you think? Is that good? Как думаете, хорошо это было бы? Perfect. Perfect. Идеально. Now, many people think that this must be the end of the path. Многие люди думают, что на этом-то путь, наверное, заканчивается. And indeed, to get to this point is not so common. И действительно, достичь этого положения, такого уровня, это не очень распространенный факт. If you've come to this point, you're what we call a devotee in good standing. Если вы дошли уже до этого момента, до этого уровня, можно сказать, что вы преданный уже на хорошем уровне, такой стабильный. Stable, can we say? Well, no, the GBC, they have a devotee in good standing. That's their terminology for that. Like a good devotee. То есть хороший преданный. Yeah, okay. Достойный преданный. That'll do. I mean, you have attachment for all these aspects and persons of the process. То есть у нас уже есть привязанность ко всем перечисленным аспектам и личностям вот этого процесса. You're making an effort. Вы прилагаете усилия. You're humble. Уже смиренны. Your identity is as Krishna's servant. Вы отождествляете, считаете себя слугой Кришны. You're patient life after life. Терпеливы жизнь за жизнью. Following Rupa and Sanatana. Следуйте по стопам Рупы и Санатаны. Got this jewel of transcendental sound. Вы обрели этот драгоценный камень трансцендентного звука. And you're just protected by these devotee police officers. И полицейские преданные защищают вас. So do you think there's any more? Как вы думаете, что-то больше еще есть за этим? Yes. Okay, are you ready? Готовы? This is. I see a lot of people didn't come tonight. Я вижу, что сегодня много людей не пришло. I scared them. Я вчера их напугала. This next part is a little scary. То есть следующая часть, она такая страшноватенькая. So you ready? Готовы? Are you ready? Готовы? You sure? Уверены? Okay. So we've taken care of speech and action. Итак, мы уже позаботились о речи и о действиях. Now we're going to go to the mind. А теперь мы переходим к уму. What do we want? Чего мы хотим? Arecheta prodyat kapata kutinati barakara Sharan mutre snatvadahasi katamatmanamapimam Saratvam Gandharva Giridhara Pada Prema Vilasat Sudam Bodhaus Natva Twamapi Nitaramam Chasukaya. О негодяй ум, для чего ты жжешь и себя, и меня, душу, в струе
мочи великого осла, олицетворяющего расцветающее лицемерие и двуличие. Вместо этого ты должен всегда омываться в океане любви, исходящей от лотосных стоп Шри-Шри Гандхарвики Гиридхари, и таким образом, воодушевляя, даруй наслаждение себе и мне. So in the previous verse we were deceiving others, and here we are deceiving ourselves. Итак, в прошлом стихе мы обманывали других, а в этом стихе мы обманываем себя. On the gross level, the enemies are dead by the shining path of bhakti. На внешнем уровне наши враги, они уже мертвы, и их нет на пути сияющего бхакти. And we are thinking, I'm doing bhakti. И мы считаем, я занимаюсь бхакти. My actions are good. Мои действия хорошие. I am getting clean. Я очищаюсь. And Raghunath Das Goswami says, you had better look up at your shower. А Рагунат Дас Госвами говорит, а тебе стоит взглянуть наверх и увидеть, под каким душем ты стоишь. Maybe it is the backside of a very big donkey. Это обратная сторона очень большого осла. And Raghunath Das Goswami says this donkey urine bath is burning. И Рагунат Дас Госвами говорит, что омовение в этой моче осла, оно обжигает. That is a symptom that we have this problem. И это является симптомом, признаком того, что у нас есть такая проблема. We're doing the activities of bhakti, but we don't feel joyful. Мы совершаем действия в бхакти, но мы не испытываем радости. We have a burning sensation in our heart. В нашем сердце мы чувствуем жжение. We're not satisfied and peaceful. Мы не испытываем удовлетворения и умиротворения. Now, in my experience, when people have this situation, У меня есть опыт такой, когда люди в такой ситуации находятся, they usually have several reactions. обычно они реагируют несколькими способами. One is they decide that the process isn't working, Первое, они решают, что процесс не работает, and they stop it either partially or completely. и они прекращают его частично или полностью. Another is that they decide this is as good as it gets. Второй вариант, они решают, что ну вот лучше уже не будет, как бы до самого лучшего уже добрались. Maybe this is the best that bhakti is. Может быть, в бхакти как бы вот это все, что есть хорошее, я уже получил и увидел. Maybe there'll be some miracle when I die. Может быть, какое-то чудо произойдет, когда я умру. And at least for now I get some prasadam. Ну, по крайней мере, сейчас у меня просад есть. Other people figure that if I'm doing bhakti, but it's not really changing me inside, А другие люди понимают, что если я занимаюсь бхакти, но изнутри я не меняюсь, then it must be that other people are doing something wrong. то, наверное, что другие люди что-то не так делают. And they blame other people. И эти люди начинают всех остальных обвинять. Typically they'll blame leadership. Типично они, ну как бы обычно и типично они начинают обвинять руководство. Temple presidents, GBC, even their guru. Президента храма, GBC, даже своего собственного гуру. Very common. Это очень распространено. Or they blame some family member, Или они могут обвинять близких родственников, their husband, their wife. Жену, мужа. And people will blame their children. Есть люди, которые обвиняют своих детей. People have written me letters, I can't achieve Krishna consciousness because of my baby. Мне люди пишут письма и говорят, я не могу достичь сознания Кришны, потому что ребенок мешает. So these are all symptoms that we have this problem. И это все является признаком того, что у нас есть данная проблема. Now Bhaktivinoda analyzes three kinds of devotees and the different ways in which they can bathe in donkey urine. Бхактивинода Такур приводит анализ 3 разных видов преданных и разные способы омовения в моче осла. But I find that what he's talking about can really apply to anyone. И я считаю, то, о чем он говорит, оно применимо ко всем. So these are the devotees who are not renunciates. На этом изображении мы видим преданных, которые не находятся в отреченном укладе. And they are engaged full-time in bhakti. И они все время постоянно занимаются бхакти.
You see Radha Krishna are supplying all their necessities directly. И вы видите, как Рада и Кришна все то, что им необходимо, посылают им непосредственно. So they can bathe in donkey urine when in the name of service they just want to engage in sense gratification. Они принимают омовение в ослиной моче, и это выражается в том, что под именем служения они просто занимаются чувственными наслаждениями. This one is very common and can become institutionalized. Это очень распространено и также может утвердиться на уровне организации. When the humble devotees are neglected and wealthy or influential people are served. Когда смиренные, простые, преданные, когда ими пренебрегают и не замечают, а богатые и такие отличающиеся люди получают все служение и внимание. So I remember after my mother died, I got a little money. Я помню, после того, как моя мама оставила тело, я получила небольшую сумму денег. And I gave it to one temple for their gosha. Я передала ее в один храм для Гошалы. And then when I went to that temple, they were giving me garlands and mahaprasadam. И когда я посещала этот храм, руководство давало мне гирлянды, махапрасад. And I said, I don't have any more. И я сказала, у меня больше-то нету. And then when I came again, they ignored me. И когда я пришла в следующий раз, меня просто проигнорировали. One time I visited a temple and I was very obviously a guest. И однажды я посетила храм, и было очевидно, что я гость. And for the first 10 days, nobody said hello. И первые 10 дней мне никто даже «здравствуйте» не сказал. When somebody finally talked to me, they said, we need somebody to make garlands. А когда со мной кто-то в первый раз заговорил, они сказали, нам нужен кто-то, кто бы гирлянды сделал. I said, maybe you can say, Haribo, what is your name? А я сказала, может быть, вы могли бы сказать, Харибол, как вас зовут? But if you're some famous person, then they are going to have a big fanfare. Но если бы я была каким-то знаменитым человеком, тогда бы меня окружали фанфары. I mean, I even remember seeing this in one temple during a lecture. Я помню, как подобная ситуация произошла в храме во время лекции. It was very hot. Было очень жарко. So someone brought a fan. И кто-то принес веер опахало. But they only put it on the speaker. Но, прошу прощения, принесли вентилятор, и его направили только на того, кто давал лекцию. They didn't give any fan for the devotees. Вентилятор не направляли на других преданных. Wanting to accumulate wealth and opulence. Wanting to accumulate wealth and opulence. Желание обладать и как бы все время обладать больше богатствами и достояниями. And this one is very common. И следующий тоже очень распространенный момент. Wanting to win arguments instead of to establish the truth. Желание победить в споре, а не утвердить истину. So using twisted logic instead of relying on the shastras. И в таких случаях люди используют закрученную такую философию вместо того, чтобы опираться на шастры. This one is also very common. Следующий тоже очень распространенный момент. Artificially taking up the dress of a renunciate just for prestige. Принимать одеяние отреченного уклада жизни искусственно на внешнем уровне только ради почета и престижа. We used to see this with people prematurely taking sannyas. Мы видели это происходило с людьми, которые были недостаточно зрелы для того, чтобы принимать уклад саньяса. Now we see it by people staying in the brahmachari ashram artificially too long. И сейчас мы видим, как люди остаются в ашраме брахмачари искусственно слишком долго. Then we have the category of people who are not in a renounced ashram and do regular work in the world. И теперь мы переходим к категории людей, которые не находятся в отреченном укладе жизни, и они постоянно трудятся как бы в миру. So this is most of the devotees. И это большинство преданных в этой категории. And we're showing Radha Krishna are maintaining them through the briefcase. И мы видим, что Рада и Кришна поддерживают их через портфель.
So they can bathe in donkey urine by making a show of being very strict while secretly maintaining material attachments. И их омовение в ослиной моче является таковым, что они на внешнем уровне показывают, демонстрируют свою строгость следованию, а внутри у них сохраняются материальные привязанности. This one is also very common. И следующее, это тоже очень распространенно. This is preferring the association of the non-devotees. Когда люди предпочитают общество непреданных. So here we're showing this. This is the karmi, the jnani, and the yogi. Здесь мы видим карми, гьяни и йоги. And here's the devotee, and he's just like, I don't belong here. И вот здесь преданный, он такой, мне здесь нет места. So recently I was in a city where some devotees told me, oh, we run 4 or 5 restaurants. Недавно я была в городе, и преданные сказали, у нас есть 4 или 5 ресторанов. I said, oh, you're distributing prasadam. И я сказала, о, вы распространяете прасад. They said, no, these are just vegetarian. Они сказали, нет, это просто для вегетарианцев, вегетарианская пища. I said, why not prasadam? Я сказала, почему же не прасад? They said, oh, it's too much trouble to work with the devotees. Они сказали, ну это слишком проблематично с преданными сотрудничать. They said, you know, they go to India for Kartik. Они в Индию уезжают на Картику. They leave early to finish their rounds. Уходят пораньше, чтобы круги свои дочитать. When their Guru Maharaj comes to town, they don't come to work and they don't even call. Когда Гуру Махарадж их приезжает в город, они на работу не показываются и даже не звонят. They want to take a half day off for Narottama Das Thakur's appearance day. Хотят полдня взять за свой счет, потому что день явления Нароттама Даса Thakura. So I just hire the non-devotees. И поэтому мы просто нанимаем непреданных. Then you have the renunciates. И следующее это отреченные люди. The brahmacharis, vanaprasthas, and sannyasis. So they bathe in donkey urine when they think, because I am in a renounced ashram, therefore I am an advanced devotee. И их омовение в ослиной моче заключается в том, что они считают, так как я нахожусь в отреченном ашраме, это означает, что я возвышенный преданный. If they mistreat people who are not in the renounced ashram, они могут неправильно, недостойно обращаться с людьми, которые не принадлежат к отреченному ашраму. If you read Prabhupada's Lilamrita, you'll find that this happened particularly in 1975 and 76. Если вы читали Прабхупада Лиламриту, то вы могли видеть, что описывалось, как это происходило конкретно в 75 и 76 годах. But it still happens today. И в наши дни такое тоже происходит. When families and women and children are not treated very nicely. Когда к семейным людям, к семьям, женщинам и детям не относятся достойным, хорошим образом. Accumulating much more wealth and possessions than they would ever use for service. И эти люди, они накапливают намного больше денег и всяких достояний, вещей, больше, чем они могли бы и будут использовать в служении. Then this is very common in every religion. И это очень часто распространено в любой религии. In the name of preaching, just trying to attract the opposite sex. Под предлогом проповеди такие люди просто пытаются привлечь противоположного пола личности. And this is also quite common and can become institutionalized. И следующий момент тоже очень распространен, также может устанавливаться на организационном уровне, уровне организации. Neglecting one's spiritual practices in order to flatter materialistic people for money. Когда люди пренебрегают своей духовной практикой ради того, чтобы как бы ублажить материалистов ради денег. You know, if the leaders say, "Oh, you don't need time to read Prabhupada's books. Just go and collect money for the temple." Например, лидер говорит: тебе не нужно читать книги Прабхупады, иди просто и собирай деньги для храма. Or I know one temple that to make money, they rent part of the building to a gambling casino. И я знаю один храм, в котором часть здания ради денег сдали под казино. So anytime we compromise our principles for the sake of money. То есть это касается любого случая, когда человек идет на компромисс и ради денег. Свои принципы он как бы
отметает ради денег. Did she get it? Okay. This is very common. Это тоже следующее изображение, очень распространено. Doing devotional service, but meditating on material things. Совершать преданное служение, а медитировать на материальные вещи. Hare Krishna, I need some more money. Hare Krishna, I need a new car. Hare Krishna, there's a very pretty girl. Харе Кришна, мне нужны еще деньги. Харе Кришна, мне нужна новая машина. Харе Кришна, о, какая симпатичная барышня. Now this was very difficult to illustrate. Вот следующее было очень сложно нарисовать изображение. Because it's really about subtle neglect, not gross neglect. Потому что это относится такого очень на тонком уровне пренебрежения, а не на внешнем. This is about thinking devotional service is just about the externals. Когда человек считает, что преданное служение, оно происходит только на внешнем уровне. I have perfect tilak. У меня совершенная тилка. I have iron saffron silk. У меня шелк шафрановый наглажен. I know all the mudras. Все мудрые я знаю. I have perfect Sanskrit. Санскрит у меня совершенный. But you forget about the bhakti. Но вы забываете при этом о бхакти. Now in this one you see in the front that there's a box. И на этом изображении видно, что на первом плане находится коробка. And the box has a lock. И на ней замок. So what's in the box? Что же в ней находится? Hearts. Hearts, yes. Sometimes devotees think those are cookies. Иногда преданные думают, что там не сердца, а печеньки. So doing the activities of bhakti, but you're not giving Krishna your emotions and desires. То есть мы совершаем действия, которые относятся к бхакти, но мы не направляем свои эмоции на Кришну. Now, what is the same about all of these ways of bathing in donkey urine? И что же общего между всеми этими способами омовения в ослиной моче? I'm in the center. I'm in the center. Okay. Да, я в центре. What else? Что еще? Material attachment. Very good. What else? Материальные привязанности. Что еще? When we deceive ourselves. Yeah. Обманываем себя. When we change the values. Yes, yes, Подмена ценностей. Yes. Now, please listen very carefully. А сейчас, пожалуйста, очень внимательно послушайте. In his song for this verse, Bhaktivinoda Thakur says that we are charmed or attracted by this donkey urine bath. В песне на этот стих Бхактивинода Тхакур говорит, что мы очарованы или нас привлекает это омовение в ослиной моче. Often what we are most attached to about our own bhakti is what this problem is. Часто то, к чему больше всего привязаны касаемо нашего бхакти, вот об этом здесь говорится, это самое, как бы то, что объединяет все. We can feel a lot of pride about it. И благодаря этому мы можем испытывать большую гордость. I'm more dedicated than the other devotees. Я больше посвятил себя, чем другие преданные. Because I'm willing to neglect my reading to support the temple. Потому что я готов отказаться от своего чтения, чтобы храм поддерживать. Or even though I'm a brahmachari, I'm so dedicated that I'm willing to give classes about the grahastha ashram. Или, несмотря на то, что я брахмачари, я так посвятил свою жизнь, что даже готов давать лекции по грехастха ашраму. And teach all the ladies. И преподавать для всех девушек и женщин. And we think this is my great quality. И мы считаем, что это наши прекрасные, великие качества. It's a sign of my dedication and devotion. Что это является признаком моей преданности и того, что я посвятил свою жизнь. So therefore, Raghunath Das Goswami says the solution is for the mind to bathe in the ocean of love. И поэтому Рагунат Дас Госвами говорит, что выходом из этой ситуации является омовение в океане любви бхакти. What does this mean? Что же это означает? If we want to try to figure out where and how we are bathing in donkey urine,
Если мы хотим выяснить, где и каким образом мы принимаем омовение в ослиной моче, you cannot ask your mind. вы не можете спрашивать об этом свой ум. You cannot do a search with your mind. Research? Search. Вы, You cannot use your mind to think, am I doing this? то есть вы не можете, чтобы выяснить это, использовать свой ум. Так, то я делаю или не это делаю. Your mind will not give you accurate information. Ваш ум не даст вам точной информации. Because you think the donkey urine is a purifying bath. Потому что вы считаете, что эта ослиная моча на самом деле очищает. So you have to take your mind and have it bathe in the water that's at the feet of Gandharvika and Giridhari. Поэтому нужно взять ум и поместить его под душ, то есть чтобы он принимал омовение под водой, которая течет со стоп Шри-Шри Гандхарвики и Гиридхари. This is our painting for this verse. И вот изображение, наша картина для этого стиха. How do we do this practically? И как же на практике мы можем это делать? For this we look to the Bhagavad Gita. Для этого мы обратимся к Бхагавад-гите. And we see there are 4 steps. И там мы найдем 4 шага. First, I fall in this water at the feet of Gandharvika Giridhari. I jump in, I dive in. Первое – это то, что я погружаюсь, ныряю в эту воду со стоп Гандхарвики и Гиридхари. I say, Krishna, show me the truth. Я говорю: Кришна, яви мне правду, покажи. Reveal to me what the real problem is. Открой мне, в чем заключена настоящая проблема. That's what Arjuna did with Krishna. Это сделал Арджуна с Кришной. He said, I'm your disciple, show me the truth. Он сказал: я твой ученик, покажи мне истину. We have to take that step. Мы должны совершить этот шаг. That is not easy. И это нелегко. Again, give up pride. Потому что нам снова нужно от гордости отказаться. I'm doing bhakti, Я совершаю бхакти, but I'm not satisfied. но удовлетворения не испытываю. I must be doing something wrong. Наверное, я делаю что-то неправильно. Krishna, show me the truth. Кришна, покажи мне, яви мне правду. Now we've all come here because we want to find the truth. Итак, мы все сюда пришли, потому что мы хотим выяснить, в чем же правда заключается. Yes? Правда, да? But do we want to know the truth about ourselves? Но хотим ли мы узнать эту истину или правду о самих себе? You know, I've had senior devotees come to me with different problems like this. Я встречала старших преданных, которые обращались ко мне с подобными проблемами. And I'll say, ask Krishna to show you the truth. И я отвечала им: попросите Кришну, покажи мне истину, правду. No, they say, I don't want to do that. Они говорят: нет, не хочу это делать. One devotee, we were having this discussion for 2 years. С одним преданным у нас шло это обсуждение 2 года. I'm suffering so much. Я так сильно страдаю. Ask Krishna to show you the truth. Попроси Кришну, чтобы он тебе правду показал. I don't want to do that. Не хочу этого делать. Хорошо. And then a month later, Urmila, I'm really suffering. Через месяц: Урмила, я сильно страдаю. Ask Krishna to show you the truth. Попроси Кришну, чтобы он тебе правду показал. No, I don't want it. Не хочу. Finally, after 2 years, I said, Prabhu, ask Krishna to show you the truth. И в конце концов, через 2 года я сказала: Прабху, попросите Кришну, чтобы он показал вам правду. And the next day he called me, he says, now I know what the problem is. И на следующий день он мне перезвонил и сказал: теперь я понял, в чем проблема. So we also have to ask for courage. И также мы должны просить Кришну о смелости. Please show me the truth and give me courage to face it. Пожалуйста, покажи мне правду и даруй мне смелость, чтобы я мог лицом к лицу ее встретить. So what is the second step? Каков же второй шаг? Krishna shows you. Кришна вам покажет. What did he do with Arjuna? Это он сделал с Арджуной. He said, here I am. Что он сделал? Он сказал: вот я. With my sweetness and my opulence. С моей сладостью и с моими достояниями, богатствами. Krishna showed Arjuna all of his glories. He did. Krishna showed Arjuna all of his glories. Кришна показал, явил Арджуне всю свою славу. And here's Maya. А вот, с другой стороны, Майя. Here is the real nature of illusion.
Вот истинная природа иллюзии. As Prabhupada writes in the first canto, you see the naked form of material desires. Как Прабхупада пишет в первой песне, вы увидите обнаженную форму материальных желаний. And Krishna will show you very clearly. И Кришна все вам очень четко и ясно покажет. We were reading about that this morning in the Bhagavatam. Сегодня утром мы читали об этом в Бхагаватам. How Narada Muni showed King Prachinabharishat, this is what you're really doing. Как Нарада Муни показал царю Прачинибархишату, это то, чем ты действительно занимаешься. Then what is the third step? Каков же третий шаг? We have to choose. Нам необходимо сделать выбор. So what does Krishna say to Arjuna at the end of Bhagavad Gita? Что Кришна сказал Арджуне в конце Бхагавад-гиты? Abandon all religions. Before that, Еще до этого. I told you everything, now you choose. yes. Я тебе все рассказал, теперь ты выбирай. So one Indian man told me, oh, this is my favorite verse of the Bhagavad Gita. Один мужчина, индиец, он сказал, это мой самый любимый стих в Бхагавад-гите. I follow this verse all the time, Я всегда этому стиху следую. where Krishna says, now you do whatever you like. Когда Кришна говорит, теперь делай все, что захочешь. So we have to choose. Итак, нам нужно сделать выбор. But that's not so easy, Но это не так легко. right? And our mind will give us so many arguments. И наш ум, он столько много аргументов для нас приготовил. Just like what happened with Arjuna. Например, то, что с Арджуной произошло. He said, Krishna, if I follow your instructions, I will ruin society. Он сказал, Кришна, если я буду твоим наставлениям следовать, все общество разрушится. I'll commit sin and go to hell. Я совершу греховный поступок и отправлюсь в ад. And even if I win the kingdom, I won't enjoy И it. даже если я выиграю царство, я не смогу им наслаждаться. I heard this from authorities. Я это слышала от авторитетов. And then he says, you know, I can't follow your instructions. И потом он говорит, нет, я не могу твоим наставлениям следовать. They're too hard. Это слишком сложно. Yeah. What happens when I fail? Что будет, если я проиграю? I'll have given up my material life. Я откажусь от своей материальной жизни And I'll fail. и потерплю поражение. And then I won't have material life. И потом тогда у меня снова не будет материальной won't have жизни. spiritual life. И духовной тоже не будет. I can't do this. Я не могу так поступить. So our mind will do the same thing. И наш ум будет то же самое делать. Krishna says, here I am and here's illusion. Choose. Кришна говорит, вот я, вот иллюзия, выбирай. And our mind will say, but so many terrible things will happen. Но наш ум скажет, столько всего ужасного произойдет. And it's too hard. И это слишком сложно. I can't do it. Не могу так сделать. So, when our mind says that, you just beat it with a stick. И когда ум начинает такое говорить, просто бейте его палкой. So we have to choose. То есть нам нужно сделать выбор. Then the last step, what does Krishna do? И какой же четвертый шаг, что Кришна делает? Whatever we choose, he gives us, and whatever we reject, he just removes it. Что бы мы ни выбрали, Он нам это дарует, и от чего мы отказываемся, Он это быстро убирает. And then the problem is gone permanently. И на постоянном уровне проблема исчезает навсегда. Now just a little warning about what does it mean to choose. И необходимо сделать предупреждение касаемо, что означает выбор. It does not mean denial. Это не значит, что мы закрываем глаза. When Krishna says, hey, you're bathing in donkey urine like this. Когда Кришна говорит, эй, ты принимаешь омовение в ослиной моче вот таким образом. No, I don't want to do that. Я говорю, нет, я не хочу этим заниматься. That's not choosing. То есть это не выбор. That's denying. Это то, что мы отрицаем. Like if somebody cheats you or lies to you. Например, если кто-то обманывает или врет вам, And you say, hey, you just cheated me. и вы говорите, послушай, ты меня только что обманул. No, I like you. I wouldn't cheat you. А он говорит, нет, ты мне нравишься, я бы тебя не стал обманывать. That's not rejecting it. Это не то, что мы отказываемся от ситуации, That's just denying а мы it. просто отрицаем ее присутствие. Rejecting it means you say, wow, I cheated you. Отказ означает, что Sorry, what? I cheated you. Да, я тебя обманул, мы говорим.
That wasn't very nice. Это было не очень хорошо с моей стороны. I hurt you. Я причинил тебе боль. And I knew what I was doing. И на самом деле я знал, что я делал. I was selfish. Я был эгоистичен. I don't want to be like that Не anymore. хочу таким быть больше. It's really facing it. То есть мы как бы открыто глядим на эту проблему. We talked about this morning. И этим утром мы как раз об этом говорили. You see, I'm holding it. То есть мы видим, я держусь за это. And only then can you actually let it go. И только тогда, когда мы увидим, что мы держимся, мы можем по-настоящему отпустить. So that is swimming in the ocean of love at the feet of Gandharvika Giridhari. И именно это называется, когда мы плаваем в океане любви у стоп Гандхарвики и Гиридхари. And that removes this donkey urine bath. И этот океан, он полностью удаляет души из ослиной мочи. So we think at this point, definitely this must be the end of the Ну process. и вот сейчас мы думаем, что сейчас уж точно пришел конец этого процесса. I have this jewel of transcendental sound. Я уже обрел драгоценный камень трансцендентного звука. I'm protected by the police officers on the path. Меня защищают полицейские на этом пути. And I'm bathing in ocean of love. И я купаюсь в океане любви. I am really in Krishna consciousness. Я уже правда в сознании Кришны And I am по-настоящему. so happy. И я так счастлив. Do you think that's the end? Как думаете, конец уже? Raghunath Das Goswami says, we still have to look in our heart. Рагунат Дас Госвами говорит, нам по-прежнему необходимо взглянуть в свое сердце. Pratisha sadrista swapacharamani meridinatet katam sadhu prema spirshati suchire tananumanaha Sadatvam sevasva prabhudaita samantamatulam yatatam nishkasya tvaritamihatam veshayati sa. До тех пор, пока неблагочестивая женщина, которая поедает собак, и которая равна желанию престижа и почета, танцует в моем сердце, как же может благочестивая и чистая женщина любви к Кришне прикоснуться к Нему? И таким образом, о ум, ты должен всегда служить несравненному, возлюбленному, преданному военачальнику армии Кришны, который мгновенно вышвырнет эту неблагочестивую женщину и утвердит в сердце чистую женщину любви Кришны, чистую женщину любви. So we have this jewel of transcendental sound. Итак, у нас есть драгоценный камень трансцендентного звука, The protection of the police и officers. защита от полицейских офицеров, And we're swimming in an ocean of love. и мы купаемся в океане любви. Oh, I think there's a party going on in my heart. И я думаю, у меня в сердце уже вечеринка бушует. And Raghunath Das Goswami said, you better look at who's at that party. И Рагунат Дас Госвами говорит, пожалуй, тебе нужно посмотреть, кто же танцует на этой вечеринке. I think there is a party going Я on. думаю, что там у нас вечеринка началась уже. Pretty wild party. Такая дикая вечеринка. And Raghunath Das Goswami says you should see who's there and what are they serving for dinner. И Рагунат Дас Госвами говорит, тебе нужно присмотреться, кто там находится и что они будут подавать на ужин. Maybe they're serving a dead dog. Может быть, тебе подадут дохлых собак. Now people eat dogs, Люди едят собак, so it's food, это еда, but it's not a very nice food. но и не самое приятное. So this dead dog symbolizes honor and praise. И мертвая собака олицетворяет почет и прославление. So we have no problem with dead dogs, То есть у нас проблем нет с мертвыми собаками, only with the desire to eat them. только с желанием вкушать их. So the desire to eat the dog
is represented by this unfaithful, disloyal woman. И желание поедать таких собак, оно здесь представлено вот этой неверной женщиной. So why unfaithful? Почему она неверная, непреданная? When we want honor and praise, we do not stay in a place where someone is correcting us. Когда мы желаем почета и прославления, мы не можем остаться в месте, где кто-то хочет нас исправить. Now you notice there are some ladies in the back. Вы заметили, что там девушки присутствуют позади? So Raghunath Das Goswami says these are the pure ladies of spiritual love. И Рагунат Дас Госвами говорит, что это чистые дамы духовной любви. And they want to come into the heart, but they will not do so. И они хотят зайти в сердце, но не будут так делать. You know, sometimes you want to buy something in a store, Иногда вы хотите что-то купить в магазине, but they're playing some loud, terrible music, но там играется ужасная громкая музыка, so you don't want to go in. и поэтому вы не хотите даже заходить туда. So just like that. И таким же образом здесь. You know? We're ready to have bhakti come in the heart, but she won't come. Мы готовы, чтобы бхакти зашла в наше сердце, но она не зайдет. Now in his song commentary, Bhaktivinoda Thakur says that this woman has a boyfriend, she has a lover. И в комментарии к этому тексту Бхактивинод Такур говорит, что у этой женщины есть парень. And his name is pretentiousness and deceit. И его имя – это притворство и обман. So why is that? Почему так? When we want to be honored, we will not be honest. Когда мы хотим, чтобы нас почитали, мы не будем честными. We will always present ourselves as a little bit better than we really are. Мы всегда будем себя представлять что другим, что мы лучше, чем есть на самом деле. And Bhaktivinoda Thakur says this desire for honor is at the root of everything that is false in our lives. И Бхактивинод Такур говорит, что вот это желание почета является корнем всего ложного, что есть в наших жизнях. And he warns us, И он предупреждает нас, if we get to this point on the path, если come to this point on the path of bhakti, мы на своем пути бхакти дошли до этой точки, and we don't get rid of this desire for honor, и мы не избавляемся от этого желания почета, the other problems can come back. другие проблемы могут вернуться. The donkey urine, Ослиная моча, the thieves, воры, бандиты, the tigress, the prostitute. тигрица и блудница. And we've seen this in our own society. И мы видели, как это происходило в нашем обществе. Somebody comes to this point of advancement, but they don't give up the desire for honor. Человек достигал вот этого возвышенного уровня, уже продвинутого, но не мог отказаться от желания почета. At this point in the process, what does a person want to be honored for? И вот на этом этапе в процессе, за что хочет человек, чтобы его почитали? For his qualities, for his actions. But which specifically? Но конкретно какие качества и действия? За преданность. Exactly. Да, верно. So Bhaktivinoda talks about the householders and the renunciates. И Бхактивинод Такур говорит о домохозяевах, семейных людях и людях отреченного уклада. The householders want to be honored for being very kind and religious. Семейные люди хотят, чтобы их почитали за то, что они очень добрые, религиозные, Sinless, что они не грешат, for being a devotee of the Lord, что они являются преданными Господа, a knower of spiritual subjects, что они изучили и знают духовные предметы, and very detached. и также они очень отреченные. The renunciates want to be honored for being renounced. А люди отреченного уклада хотят, чтобы их почитали за то, что они в отречении находятся. I only have 2 devotees. У меня всего-то 2 дхоти. For being a master of the shastric conclusions. За то, что они являются господинами выводов шастр.
and having a perfect understanding of devotion. И что они совершенным образом понимают преданность. And I've heard people say these things. Я слышала, как люди говорят об этих вещах. One devotee said to me recently, I'm the only one who knows the real science of rasa and prema in the Shastra. Один преданный недавно мне сказал: я единственный, кто действительно знает науку расы и премы по шастрам. And I thought, oh, this is the dead dog. И я подумала, вот она, мертвая собака. So there's a nice verse. Есть прекрасный текст. It says that there's a woman named Honor and Praise, but she's never gotten married. В нем говорится, что есть женщина, которую зовут Слава и Почет, но она никогда не вышла замуж. Why is that? Почему так произошло? Because the sadhus don't want to marry her, and she doesn't want to marry the demons. Потому что садху не хотят брать ее в жены, а она не хочет выходить за демонов. So how do we get rid of this desire for honor? И как же мы избавляемся, можем избавиться от этого желания почета? Raghunath Das Goswami says we have to serve the great generals in Krishna's army. Рагунат Дас Госвами говорит, что нам необходимо служить великим генералам армии Кришны. And they can throw this desire for honor and prestige out of the heart. И они могут вышвырнуть из нашего сердца это желание почета и престижа. Then Krishna himself cleans the heart. И тогда Кришна сам очистит сердце. Then our heart, Bhaktivinoda says, becomes like a beautiful city into which the pure lady of love will enter. И тогда, Бхактивинода Такур говорит, наше сердце станет подобным прекрасному городу, в которое зайдет прекрасная дама любви. So what do you think? Что вы думаете? Would you like that? Хотели бы такого? Yes. So why does this work? Почему же это работает? This is again the desire to be a saintly person. Why does it? The problem here is we have a desire to be a saintly person. Прошу прощения, почему это не работает? Потому что у нас есть желание быть святым человеком. We know at this point I'm not going to be God. На этом этапе мы уже понимаем, я не хочу быть Богом. But at least I could be a great devotee. Но, по крайней мере, я могу быть великим преданным. So instead we serve the great devotees. Но вместо этого мы служим великим преданным. That is our natural position. Это является нашим естественным положением. Now please listen very carefully. Послушайте, пожалуйста, очень внимательно. When Akrura was going to Vrindavan, Когда Акрура отправлялся в Вриндаван, he said, when I get to Vrindavan, Krishna and Balaram will call me Uncle Akrura, and then my whole life will be glorious. он подумал, а когда я приеду во Вриндаван, Кришна и Баларама, они закричат: «О, дядя Акрура!» и тогда жизнь моя исполнится славы. And Prabhupada writes there that if we're not working to be recognized by Krishna, our whole life is condemned. И Прабхупада в комментарии пишет, что если мы не трудимся ради того, чтобы Кришна нас прославил, тогда вся наша жизнь, она просто проклята. So how do we give up the desire for the honor and praise of the world? Как же нам отказаться от желания получать почет и прославление в этом мире? We serve the great devotees, Мы служим великим преданным, and Krishna honors us. и тогда Кришна прославляет и выражает почет нам. He says, well done, my good and faithful servant. Он говорит: прекрасно поступил мой дорогой и преданный слуга, We are then completely satisfied. верный слуга, и тогда мы полностью испытываем удовлетворение. And then we don't care if the world thinks we are the greatest sinner. Тогда нас совершенно не беспокоит, если весь мир думает, что мы величайшие грешники. We no longer want to be praised for our devotion. Мы больше не жаждем прославления за нашу преданность, Because we have the ultimate recognition from the Lord Himself. потому что мы получили прославление от самого Господа в конечном счете. Not for being a great devotee, Не за то, что мы являемся возвышенными преданными, but for being the servant of the devotees. но за то, что мы слуги преданных. How do we serve the great devotees? Как же мы служим великим преданным? Bhaktivinoda said through embraces, Бхактивинода Такур говорит, обнимая их,
taking the dust of their feet, принимая пыль с их стоп, taking the remnants of their food. принимая остатки их пищи. Here is the child Narada, Вот здесь на рисунке малыш Нарда. taking the water that has washed their feet. Он принимает воду, у которой были омыты стопы. Прошу прощения. И следующее это мы принимаем воду со стоп. Then the spiritual potency flows from their heart into our heart. И тогда духовная сила и могущество, она перетекает из их сердца в наше. And then the beautiful ladies of love will enter our heart. И тогда прекрасные дамы любви взойдут в наше сердце. This is our painting for this verse. И вот наша картина для этого текста. So this is the end of the obstacles. На этом заканчиваются препятствия. You made it. Мы это сделали. Very good. Очень хорошо. So tomorrow we will finish Manah-шикша, Завтра мы закончим изучение Манах-шикши. which will be the steps having achieved perfection. Мы пройдем те шаги, которые someone who already achieved. Someone who's already achieved perfection, what is the steps that they do? Какие шаги мы пройдем, то какие шаги совершают личности, уже достигшие совершенства. But everything can also be applied for the beginner. Но то, что мы будем изучать, оно также применимо и для начинающих. And if you felt a little challenged with today's verses, И если вы почувствовали, что сегодняшние стихи бросили вам вызов, so tomorrow we'll soothe your heart завтра мы успокоим и смягчим ваше сердце. and make you happy. И сделаем вас счастливыми. Again, I apologize that we ran out of books. И снова я приношу свои извинения, что все книги распроданы. They are available on Amazon Их можно купить на Амазоне. and from Bhaktivedanta Library Services in Radhadesh, Belgium. И в Бельгии, в Радхадеше есть Bhaktivedanta Library Services. On Amazon, it's also available as an electronic book. А на Амазоне они также доступны в электронном виде, как книги электронные. So, does anyone have any question on the verses from today? У кого-нибудь есть вопросы по сегодняшним стихам? Я бы хотела спросить, кто отслеживает, на каком уровне, этапе мы находимся. И вот у меня такой вопрос еще. Мы люди, и, конечно, это все идеально, если бы было бы все поэтапно. Но, наблюдая за собой, за преданными, сталкиваемся с тем, что мы стремимся к какому-то этапу и падаем. Стремимся и падаем, и перескакиваем из этапа в этап. И как быть, как помогать таким людям, и как себе помогать вот в этой ситуации. Потому что и моча, и собаки, и блудницы, все. Иногда бывает прям все в одно. Как бы хорошо было, если было бы этап, но, к сожалению, это не так. So there are two questions. First one is who defines, who says on which level, on which step we are now? Who defines that? That is something that you will understand yourself and by consultation with a spiritual master. Итак, кто определяет, на каком этапе мы находимся, это до определенной степени мы можем понять сами, и также мы это обсуждаем, решаем с духовным учителем. And The second question? if we don't have spiritual master? Well, that's the first word in Manah-шикша is guru. И это первое слово в Манах-шикше гуру. То есть вопрос был, если у нас нет еще гуру. That's the first word of the first verse. Это было первым словом первого стиха. And second question is, it seems to be ideal, like this, what we described in these verses, like one step, another step, all the steps, but we're a human, we're not perfect, and sometimes we have all together this donkey urine and the dead dog and all the bad ladies, and so what to do with all that? How to help ourselves and how to help others when all this like Well, for each of these there was a solution. Для каждого из этих моментов было приведено
был приведен выход и решение. So to develop a loving service mood, Чтобы развить настроение любовного служения, to humbly ask for the help of devotees who are free from hypocrisy, нам необходимо смиренно обращаться к преданным, которые свободны от лицемерия. we went through the 4-step process to reveal the donkey urine in our life. Также мы прошли 4 ступени процесса, которые помогают нам открыть и проявить вот эту ослиную мочу в нашей жизни. And then to relish, to enjoy the mood of service. И потом, как наслаждаться и питаться этим настроением служения. So that will cure these problems. И вот это излечит эти перечисленные проблемы. And then you have to go back again to the first 3 verses. И также нужно будет вернуться к предыдущим первым 3 стихам. Do I have attachment for the holy name? Есть ли у меня привязанность к святому имени? Do I have attachment for the devotee? Есть ли у меня привязанность к преданным? Am I willing to give up my pride? Готов ли я отказаться от гордости? Can I identify as Krishna's agent and not my material identity? Считаю ли я себя спецагентом Кришны, или какими-то вот этим материальным отождествлением меня покрывают? Am I patient? Обладаю ли я терпением? So it can be done. Это сделать реально, это возможно. And it doesn't have to take a long time. И не обязательно, что на это много времени уйдет. But if it does, we should be patient. Но если все-таки много времени потребуется, мы должны быть терпеливы. You say we are human. Вы сказали, что мы же люди. Actually, that's not really true. На самом деле это неправда. We are spiritual beings. Мы духовные существа. We're not really humans. На самом деле мы не люди. This is just our costume. Это просто костюм наш. Наряд. We have been many things. Мы были многими разными вещами уже. Not only humans. Не только людьми. We are really a soul. Но на самом деле мы души. Anything else? Еще вопрос? Что для вас означает бить ум палкой, ум, который быстрый, как ветер? Well, in the context of Manah-шикша, at first Raghunath Das Goswami is speaking to his mind very sweetly. В контексте Манах-шикши сначала Рагунат Дас Госвами обращается к своему уму очень приятным голосом и образом. Oh, my dear brother mind. О, дорогой друг ум, брат ум. I am speaking very sweet words. Приятными слова обращены к тебе. And then he says, you terrible mind. А потом он говорит, ты ужасный ум. So I see beating the mind with the stick means sometimes you have to be very honest with the mind. И я вижу вот этот аспект бить ум палкой, что мы должны иногда быть очень честными с умом. And also for this third step of choosing. И также вот этот третий шаг, когда нам нужно сделать выбор. You can only do that if you really beat the mind. Этот шаг можно сделать только если вы действительно бьете ум. You have to be very strict. Вы должны быть очень серьезными, строгими. Be quiet. Замолчи. I am not listening to you at all. Я тебя совсем не буду слушать. I am going to choose Krishna. Я выберу Кришну. I don't know what will happen. Я не знаю, что произойдет. And I don't care. И меня это не заботит. I am choosing Krishna. Я выбираю Кришну. Because the mind will give you so many arguments. Потому что ум будет приводить столько аргументов вам. Very convincing arguments. Это будут очень убедительные аргументы. This is the same argument. Everyone gets the same arguments, basically. На самом деле каждый человек получает одни и те же аргументы. If you choose Krishna, terrible things will happen. Если ты выберешь Кришну, ужасные вещи произойдут. And it will be too hard, and you will fail. И тебе будет слишком сложно, и ты потерпишь поражение. Sometimes it says also, you don't need to do anything; it will go away by itself. Иногда он также говорит, ничего делать на самом деле не надо, все само пройдет. Everybody has this problem. У всех есть такие проблемы. Don't be so hard on yourself. Не так сильно себя мучай.
Just leave it alone. Оставь, просто забудь про все. Those are basically the arguments. Ну, вот это аргументы основные ума. You know, it's like everyone's mind has the same arguments in На them. самом деле у всех умов у них одни и те же аргументы. You know, a little different. Ну, там небольшие какие-то отличия есть. Very little. Маленькие-маленькие. But basically the same. Но в целом все одно и то же. Terrible things will happen. Ужасные вещи произойдут. It's too hard and you will fail. Это слишком сложно, и ты провалишься. It's insignificant and you don't need to bother about it. Это ничего такого страшного, и тебе не нужно беспокоиться об этом. Неважно. Or it's not really Krishna telling you. Или It's not really Krishna, this is not real. Или это на самом деле и не Кришна, все не по-настоящему. Really your problem is over there. На самом деле проблема у тебя вон там. That's about it. Вот так примерно. And you get to recognize. И со временем вы будете узнавать. You know, when Krishna shows you, Когда Кришна вам покажет, choose. выбирай. So many terrible things will happen. Так много ужасных вещей произойдет. It's too hard. Слишком сложно все. You will fail. Ты провалишься. It's too easy. Forget about it. Забудь об этом, это легкотня. It's not really Krishna. На самом деле это даже не Кришна. I heard that before. Да, и вы говорите, я уже это слышал. You're a liar. Ты лжец. Be quiet. Замолчи. Get out of here. Проваливай. Okay, Krishna, I choose you. Хорошо, Кришна, выбираю тебя. You got to be really strict with that mind. То есть с умом нужно очень строго поступать. Be quiet. Замолчи. Get out of here. Проваливай. I already know you. Я тебя уже знаю. I know your script. Знаю твой сценарий. I've heard it before. Уже слышал все это. And you're a liar. И ты лжец. Everything you're saying is a lie. Все, что ты говоришь, ложь. There is the door. Вот дверь там. Don't slam it on your way out. И не хлопай, когда будешь выходить. Okay, Krishna, got rid of him. Хорошо, Кришна, я от него избавился. Now I choose you. И теперь выбираю тебя. That's beating the mind. Вот это называется бить ум. Clear? Понятно? А что может дать нам силы вот бить ум палкой? Ведь не всегда это легко бывает. Вот. What gives us potency and strength to beat the mind? Because not always we have it. Guru. Process of surrender. Процесс предания, Holy places. святые места, Advanced devotees. возвышенные преданные, Intermediate devotees. Преданные среднего уровня, Beginning devotees. преданные начинающего уровня, Gayatri mantra. мантры Гаятри, Holy name. святое имя, Our regular sadhana. регулярная садхана, Humility. смирение. I am Krishna's. Я Кришнин, I'm nobody else's. никому не принадлежу больше. My relationship with Lord Chaitanya. Мои отношения с Господом Чайтаньей. My relationship with Guru. Мои отношения с Гуру. My patience. Мое терпение. My following Rupa and Sanatana. То, что я следую Рупе и Санатане. Raghunath Goswami ki jai. Jai. Bhaktivinoda Thakur ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Урмила деви ки. Vaishnavas ki jai.